Друзья мои, я приветствую вас в Черногории. В этом сюжете мы с вами продолжим исследовать горную часть страны, которую смело можно назвать сердцем Монтенегро. Первое знакомство с этим замечательным миром, который кардинально отличается от побережья, начинается на борту самолета. Когда, разрезав пелену облаков, железная птица, снижаясь, парит над ущельями и горными вершинами. В прошлом видео мы с вами познакомились с природными чудесами, а сегодня я расскажу вам о древних столицах и монастырях, Черногорском Афоне и Венеции. Поделюсь, куда нужно ехать за супервкусной форелью и угрём. Анализируя, почему нам так понравился отдых в Черногории, мы все однозначно назвали, кроме пейзажей и моря, духовную близость. Черногорцы в основном православные. Много столетий им приходилось бороться с Османской империей. Именно монастыри были идеологическим оплотом национального сопротивления. В эти годы обители строили в труднодоступных местах, высоко в горах. Главная черногорская святыня, куда приезжают тысячи паломников со всех Балкан, Острожский монастырь. И тут начинаются параллели с Украиной. На Волыни у нас тоже есть город Острог, колыбель влиятельной княжеской династии Острожских, представители которой были защитниками православия, а ее яркий представитель Федор Острожский в конце жизни подстригся в монахи Киево-Печерской лавры и после смерти был канонизирован. Его мощи хранятся в дальних пещерах монастыря. Возможно, самый почитаемый святой Балкан Василий Острожский, в миру Стоян Йованович, был у мощей Федора Острожского во время своей паломнической поездки по монастырям Украины в 17 веке. Василий Острожский был основателем множества монастырей, но самым известным стал именно Острожский. Место для монастыря было выбрано не случайно. Высоко в горах, в природных пещерах монашеская жизнь существовала давно. Но с приходом Острожского тут начинается строительство монастыря. В стенах монастыря он прожил последние 15 лет жизни. Все строения обители крошечные, поскольку по сути вручную были вырубаны монахами в толщах скал. Нам несказанно повезло, мы попали по сути в пустой монастырь. Паломников было минимум, хотя в обычные дни люди часами стоят, чтобы попасть в храмы. В монастыре всего две крошечные церкви – Крестовоздвиженская и Введенская. Именно в Введенской церкви Василий Острожский провел 15 лет в молитвах. Сейчас здесь хранится ковчег с его мощами. Предания говорят, что множество чудес происходило с паломниками и с самим монастырем. Например, во время Второй мировой войны немецкая авиационная бомба попала в церковь Честного Христа. Разбилась пополам, но так и не взорвалась. Бомба до сих пор хранится в одном из храмов монастыря. Лестница наверх идет. Наверху, на самой верхней точке, находится вот такой балкон прямо возле самой часовни, колокольни. Здесь такая вот галерея, которая открывается. Видно всю долину. На верхней площадке можно увидеть виноградную лозу, проросшую на месте смерти святого Василия, несмотря на то, что там нет почвы. Терраса у храма украшена замечательными мозаиками. Отсюда открывается красивенная панорама всей долины и Нижнего монастыря. Нижний монастырь был основан в середине XIX века. Состоит из келий и церкви Святой Троицы.
В ней покоятся мощи святого новомученика Станка, 12-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой крест и не хотел выпускать. Со стороны Нижнего монастыря открывается вид на верхнюю часть обители, которая напоминает ласточкино гнездо. Среди изумрудных гор в долине реки Мороча находится один из самых древних монастырей региона. Монастырь Мороча был построен в XIII веке сербскими князьями и до XV века был одним из духовных центров края. Неоднократно разрушался турками и вновь восстанавливался. В нем происходили важные исторические события. Здесь выносили приговоры, принимали важные решения, переписывали книги и обучали грамоте. Лето. Но здесь вообще горный такой воздух, очень свежий. Кстати, только что прошел дождик. И еще вон в горах даже видно тучки. Главным храмом монастыря является церковь Успения Богоматери. Этот храм, кстати, оказался самым большим из тех, что нам удалось посмотреть. Удивительно, что до наших дней сохранились уникальные фрески, которые являются одним из лучших образцов сербской и византийской настенной живописи. Самые старые из них датируются XIII веком. На них изображены 11 сцен из жизни пророка Илии. Жемчужиной церкви является двухстворчатая дверь у входа в средний храм, украшенная слоновой костью. Ею декорированы также кресло, стол и трость, которая, согласно преданию, принадлежала святому Савве. Главный зал храма украшает огромное паникадило. Сам же храм является ярким примером романского стиля местной сербской школы архитектуры. Рядом находится неприметный храм святого Николая. Его построили в виде жилого дома, чтобы спрятать от турок прихожан монастыря. На службу верующих созывали выстрелом из винтовки. Внутри также сохранились уникальные фрески. Вот такие уютные тут кельи, все в цветах. Вообще здесь любят гортензии, они просто какие-то нереально красивые. Свежесть такая классная. Целый такой эдемский сад, конечно, на территории монастыря. Интересно, что свечки ставят не в храме, а при входе, и сверху ставят за здравие, снизу ставят за упокой. В средние века одним из подчиненных монастырей Мороча был женский монастырь Ждребаоник, который находится в 17 километрах от монастыря Острог. Название святыни произошло от слова «ждребие», что на славянском означает «церковное имение». Основателями обители был кто-то из представителей княжеской династии. Главный храм, освященный в честь святого архангела Михаила, был возведен в XIX веке на фундаменте более древнего храма. Он построен в типичном для черногорских церквей стиле из тесаного местного камня. И опять связь с Украиной. Прямо у алтаря находится большая икона святого Михаила, созданная в Киево-Печерской лавре. В начале XIX века в монастыре был построен двухэтажный странноприимный дом. В нем сейчас живут около 10 монахинь и настоятельниц.
В монастыре работает своя иконописная мастерская. А также здесь хранятся чудотворные мощи святого Арсения и частицы святой преподобной мученицы Февронии. Вот кто-то живет такая, козулька. Козюлька. Козюлька. Еще один женский монастырь святого Дмитрия поразил нас полным отсутствием людей. Единственное живое существо, которое нас встретило, был местный пушистый охранник, который провел нас к типичному храму, похоже, не так давно отреставрированному или возведенному заново. Хор цикад, пряный воздух, напоенный запахом цветущих олеандров и лаванды. В какой-то момент мне показалось, что я попал на необитаемый остров. Дальше наш путь лежит в древнюю столицу Черногории – Цетинье. Именно тут находится главная святыня страны. Цетинский монастырь расположен в самом центре, в древней столице у подножия горы Орлиный Крест. Раньше монастырь находился немного в другом месте. Сейчас же от древних построек сохранилось только фундаменты и церковь Рождества Богородицы на Джипуре. Монастырь вот уже более 500 лет является резиденцией черногорских митрополитов. Цетинский монастырь без всякого преувеличения сердце и душа православной Черногории. Цетинский монастырь – это один из самых святых мест Черногории. Сюда, как правило, паломники приезжают со всех Балкан, поскольку здесь находится достаточно много реликвий святых. Ну и вот по всему городу, кстати, видны остатки крепостных стен, остатки вот таких древних сооружений средневековых. Он во все времена являлся символом свободы, национального самосознания и сильного духа черногорского народа. В маленькой боковой келье монастыря хранятся бесценные реликвии, имеющие огромное значение для христиан. Это часть десницы Иоанна Крестителя, фрагмент Голгофского креста, на котором был распят Спаситель, а также чудотворная икона Адигитрия Ферлемская. Путь этих реликвий в Цетинский монастырь был труден и запутан. Достоверно известно, что святыни Мальтийского ордена были привезены в Россию в конце XVIII века. Глава мальтийских рыцарей вручил их императору Павлу I в знак благодарности за поддержку ордена. До 1917 года они хранились в Зимнем дворце, а в 1919 их вывозят за границу, а после тайно они были перевезены в Данию, где пребывала в изгнании вдовствующая императрица Мария Федоровна. После кончины Марии Федоровны в 1928 году ее дочери передают святыни главе Русской Православной Церкви за границей. Некоторое время святыни находились в Православном соборе Берлина. Но в 1932 году, предвидя последствия прихода к власти Гитлера, епископ передал их королю Югославии, который хранил их в часовне Королевского дворца. После Второй мировой войны с приходом к власти коммунистов во главе с Иосифом Броз Тито Ферлемская икона Пресвятой Богородицы вместе с другими мальтийскими святынями хранилась в тайнике Острожского монастыря. В 1950 году сотрудниками югославских спецслужб тайник был обнаружен. Святыни изъяты и вплоть до 1993 года были для верующих недоступны. Между монастырем и дворцом-музеем черногорского короля Николая расположилась придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, приписанная к Цетинскому монастырю. В церкви лежат останки последнего черногорского правителя, короля Николая и его супруги Милены. В завершение нашего сегодняшнего путешествия мы побываем с вами еще в одной древней столице Черногории. Наш путь лежит к Скадарскому озеру.
Берега самого крупного озера Балкан издревле были местом священным, поскольку тут построены десятки монастырей, многие из которых существуют до наших дней. Поэтому этот регион часто называют Черногорским Афоном. В озеро впадает несколько рек. Одна из самых известных — река Цернаевича. В 15 столетии в ее окрестностях находилось имение династии князей Цернаевичей. Иван Цернаевич – основатель города Цетини и один из черногорских князей. Именно эта фамилия и дала название самой реке и городу. В 15 веке тут была княжеская резиденция. Река Цернаевича была ключевым торговым центром, поскольку через поселок проходили главные торговые пути Черногории. Даже после потери столичного статуса город продолжал развиваться. Здесь открыли первую черногорскую типографию, фабрику по производству искусственного жемчуга из чешуи рыб, несколько гостиниц. Но в конце 19 века была построена новая, более удобная дорога, и городок начал вымирать. О временах расцвета городка с грустью рассказывают местные жители, которые выживают только благодаря туристам. Тут было много людей, 1008. Был рыбный завод, завод за туризм. Дворец на крае, нема ничего, все пропало. На берегу там была первая буква, печатница, Гутенберг, 1493 года. Мы приехали на берег Скадарского озера, и вот сегодня у нас такой будет рыбный день. Мы хотим попробовать все местные деликатесы. Вот заказали целую тарелку и с местным угрем, карпом. Попробуем уху, форель местную попробуем. Вот мы сели в таком ресторанчике прямо на берегу Скадарского озера, Лиссендро. Девочки вон уже тут принесли такое масло оливковое с чесночком. Такой антипаста такая с местным хлебушком. И травками. И травками. Вкусно? Очень, конечно. Сейчас заказали рыбный супчик, похоже на харчо, но тут много рыбы, очень вкусно. Очень вкусно. Просто если вы будете в Черногории, обязательно попробуйте рыбный суп. Друзья принесли нам ассорти. Я так понимаю, что мы здесь до утра сидим с этим закусоном, потому что тут у нас всякие карпы жареные, вареные, вон такие кусочки угря, и вон картошечка, и форелька, и форель. И угорь. А угорь вон тут маленький, я так понимаю. Да. Ну, сейчас будем пробовать вот эти скадарские разносолы. У меня форель. У меня ничего, дайте поесть. У меня форель. Просто тает во рту. Они в руках. С хрустящей корочкой. Очень аппетитная. Ну вот будни блогера не может даже бедная поесть. Называется психанули. Она размножается прямо на блюде. Да, называется психанули. Взяли, порцию форели и порцию такой ассорти. В итоге втроем ели, и вот понимаем, что надо вот эту всю огромную миску еще забирать домой. Но будет такой у нас еще супер ужин. Вечер, да. Ужин. Да, ну ужин как найдем просто. Как найдем. Вот мы пройдемся сейчас по набережной реки Цернаевича. Мишка, вот тут жабка такой классный, этот фонтанчик в виде жабки. А что, он там даже как-то работает? А я думала, жабку тоже как-то надо нажимать. Игорь наш гид сегодня, боже, на самом деле такой золотой человек, очень классно вообще с такими людьми путешествовать, когда ты чувствуешь реально из простых металлов. Ну ничего, ну налет позолоты, он всегда чувствуется. Мы сейчас пройдемся по набережной.
Это, по сути, такая, наверное, скадарская, грубо говоря, Венеция, потому что тут переброшено несколько мостиков, и тут такая очень патриархальная жизнь. Вон гусики тут плавают. Кстати, отсюда можно вот взять лодочку и поплыть по Скадарскому озеру, поплыть себе, ну, на целый день с рыбалкой, опять же таки со всякой вкуснятиной. Очень атмосферное место. Сюда нужно, конечно, приезжать обязательно, вот брать такое обед с местной рыбными блюдами, чем славится Скадарское озеро. Населенный пункт этот манюсенький абсолютно, но тем не менее очень атмосферный. Такие тут на приколе стоят скадарские гондолы. Дух обреченности особо чувствуется в период пандемии, когда значительно сократилось количество туристов. На беглый осмотр достопримечательности хватит 30 минут. Главная достопримечательность — Данилов мост, построенный в 19 веке первым светским князем Черногории из династии Петровичей-Негашей Данилом I Петровичем. Мост этот построен в честь матери Данила, которая была родом из этих мест. Здесь этот маленький городочек, тут на самом деле это живет 500 человек. Ну, очень живописное, конечно, место. Какое-то лавандовое поле, что ли? Нет, это не лаванда. Это кувшинки? Светка, кувшинки. От сердца и почек дарю вам местный цветочек. Будешь у меня как... Мавка. Мавка. Сюда можно отправиться на путешествие по всему Скадарскому озеру. Прогулки стоят от 20 до 70 евро, в зависимости от того, сколько вы хотите тут побыть. Ну, на самом деле сюда имеет смысл, конечно, приезжать на целый день, потому что ехать не так близко. И для того, чтобы посмотреть эти острова, монастыри, потому что Скадарское озеро называют еще Черногорским Афоном, тут десятки монастырей на берегах, крепости, конечно, нужно целый день. По дороге назад в Котор останавливаемся, чтобы еще раз полюбоваться помрачительными видами Которского залива. В следующем видео я расскажу про один из самых красивых курортов Черногории. Подписывайтесь и до встречи на моем канале познавательных путешествий. Пока-пока!